Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня с вами мы будем подводить итоги прошедшего первого квартала и будем говорить о целом Донецко-Приднепровском регионе, куда входят два крупных областных города-центра. Это город Днепр, бывший Днепропетровск, город Запорожье. В начале видео, друзья, в общем, будем говорить о краткосрочных колебаниях длиною в 1 месяц. Я подробно расскажу, что происходило на рынке жилой недвижимости города Днепра, города Запорожья. Вторая часть видео будет посвящена городу Запорожье, более развернуто. Мы поговорим о процессах, которые происходили как на протяжении 1 месяца, так и на протяжении 1 года. Ну и в конце видео, традиционно, подводя итоги, будем говорить об обобщенных данных, то есть опять будут сводные данные, что произошло с недвижимостью в целом регионе. И, конечно же, я сделаю, наверное, это краткосрочный прогноз до конца второго квартала 2026 года о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости целого, друзья, региона. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем совместно с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости при Донецко-Приднепровского региона благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, давайте очень кратко начинаем с города Днепра. Только по характеристикам, которые показывают стоимость недвижимости в разрезе классификаций и сегментов. Вторичный рынок, социальное жилье, город Днепр, показываю указкой, можете следить, подешевел на 0,36% за месяц. Впервые, друзья, ну не впервые, а уже 3 месяца в 2026 году мы видим, что данный класс жилья показывает нам незначительную, но динамику снижения где-то по 0,5% в месяц. Дальше, друзья, эконом-комфорт бизнес-класс. Это также вторичный рынок. Квартиры подешевели на 0,25%. Это тоже, друзья, уже тенденции, которые мы, ну не тенденции, колебания, которые мы наблюдаем с января месяца. Первичный рынок квартир эконом-класс продолжает динамика роста незначительно, но все-таки это положительная динамика, плюс 0,39%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, также положительная динамика роста, плюс 0,26%. Ну и первичный рынок элитный класс показал нам динамику снижения на 0,38%. Итак, подводя итоги краткосрочных процессов, которые называются колебания или флуктуация, мы видим, что социальное жилье, вторичный рынок подешевело, эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок подешевел, и первичный рынок элитный класс подешевел. А первичный рынок элитный класс это, по-моему, впервые за 2025 и 2 месяца 2026 года была динамика роста, а сейчас мы видим динамику снижения. То есть все это характеризуется как начало неких трендов, которые, возможно, тренды по снижению стоимости квадратного метра, которые мы, друзья, ключевое слово «возможно», будем наблюдать весь 2026 год. Переходим к городу Запорожье. Социальное жилье, друзья. Ну, давайте здесь более подробно я расскажу, потому что быстро прошелся по Днепру, записывал отдельное видео, нет смысла пережевывать это все еще раз. Давайте по населению. Население – это основные показатели, как бы, да, которые характеризуют развитие и состояние рынка. Население 746 тысяч, это было, друзья, до войны. Сейчас я так думаю, что там, ну, 1300, если осталось, то это хорошо. Кто живет в Запорожье, напишите, пожалуйста, визуально много или мало людей по сравнению с довоенным периодом. Количество предложений увеличилось на 1,7%, то есть больше стало людей выставлять для продажи свои квартиры. Социальное жилье снизилось на 0,23% за месяц. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок также снизились на 0,18% за месяц. Ну и переходя к первичному рынку, друзья, мы наблюдаем, что те же самые процессы снижения стоимости квадратного метра. Эконом-класс, первичный рынок, снижение
минус 0,26%, первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,15%. И подводя итоги, друзья, вот здесь по целому региону, обратите внимание на красный шрифт. Это среднее арифметическое число. Как оно считается, вы знаете, да? То есть сумма Днепр-Запорожье, вот эта сумма чисел делится на 2, получаем 486. Это в среднем рыночная стоимость, или правильно называть, конечно, средняя арифметическая стоимость по региону, куда входит Днепр, Запорожье, что за месяц показало минус 0,31%. Динамика, очевидно, снижение присутствует, ну и индекс отрицательный 0,997. Давайте поговорим подробно о городе Запорожье в разрезе классов рынка недвижимости. Сейчас мы говорим о самом крупном классе. Это вторичный рынок, класс социальное жилье. Напомню вам, друзья, что такое социальное жилье. Это жилье, которое досталось нам после развала Советского Союза. Ну, нам, я имею в виду людям, которые живут в Украине. Напомню, что Украина мультикультурная, мультиязычная была, да. Но вот видите, получилось, как оно получилось, да. Сейчас это не похоже на ту страну, в которую я когда-то приехал. Так вот, класс социальное жилье, что, друзья, бросается в глаза по административным районам. Наибольше всего подешевела недвижимость данного класса в Заводском районе, минус 0,27%. И меньше всего подешевела недвижимость, видим, в Вознесенском районе, минус 0,22%. Александровский район минус 0,22% и Шевченковский район минус 0,22%. Напомню вам, что период исследования у нас февраль-март 2026 год. Следующий слайд, друзья, посвящен тому, что произошло на рынке жилой недвижимости города Запорожье на протяжении всего периода войны. Это 4 года и сколько там, 2 месяца уже почти, да? Или уже, не знаю, как правильно. Появился данный слайд благодаря вам. Это уникальный контент, друзья. Ничего подобного вы не найдете, так сказать, в паутине интернета. Итак, напоминаю вам, что война началась у нас в феврале 2022 год, а здесь исследование поквартальное, начиная с марта 2022 года на примере самого большого класса рынка недвижимости, класс социальное жилье. Жилье, которое досталось после развала Советского Союза. В структуре жилой недвижимости, еще раз повторюсь, это самый крупный большой класс, порядка 85 было до войны, сейчас, наверное, меньше процентов, чтобы вы понимали, какой большой класс рынка недвижимости именно относится к данному жилью. Итак, $519 за квадратный метр, март 2022 год. Видим, что на протяжении всех 4 лет войны медленно и уверенно снижение стоимости присутствовало. Ну, прифронтовой город, что ж вы хотите. По-моему, там 16% осталось только территория Запорожской области, которая под контролем Украине. Все остальное это стоят войска Российской Федерации. Итак, видим, что в марте 2026 года это уже $425 за квадратный метр. Внизу обратите внимание на табличку Excel-евскую. Здесь вы можете увидеть, что, друзья, недвижимость данного класса снизилась, ну, рэперные точки есть, можете пересчитать или поверить, так сказать, Excel. Снизилась на 18,11%, то есть всего лишь за 4 года войны и несколько месяцев на 18,11%. И это при всем при том, что прифронтовой, друзья, город. Но это говорит о том, что рынок недвижимости именно ведет себя таким образом. Это не фондовый рынок, где, ну, это спекулятивный рынок фондовый, где действительно люди могут за одну торговую сессию там заработать много или наоборот обанкротиться. Здесь все по-другому. Почему мы говорим о вторичном рынке недвижимости, где работают, вернее, где живут люди? Человек, он не склонен просто взять и продать квартиру. То есть квартиры продаются, когда решаются какие-то бытовые проблемы. И поэтому именно присутствует такая инертность этого рынка, это раз. И второе, что очень редко бывает, что рынок действительно обваливается. Была ситуация в 2000, какой у нас вторая экономический финансовый кризис, 2008 год, да, был у нас, помните?
Так вот, в 2008 году как раз начался Второй мировой экономический кризис, и финансовый в том числе, и финансовый, да, в Соединенных Штатах Америки. На рынке ипотеки там вот этот пузырь лопнул. И это также, в общем-то, очень быстро пришло или докатилось до Украины, так как в то время ипотеку не выдавали только, так сказать, ленивым, да, то понятно, что закредитован рынок был по самые уши. А для того, чтобы отдавать ипотеку, это надо иметь работу, надо иметь средства для погашения. И вот когда это все, экономика остановилась и все рухнуло, это еще в кредите, люди начали продавать в половину стоимости свою недвижимость. Ну, где-то не в половину. Первый год это было 25% минус от той стоимости, за которую покупали. Потом чуть меньше. Вот это, пожалуй, единственный год, когда мы увидели достаточно серьезное снижение стоимости, но это было связано с очень сильной закредитованностью вторичного рынка недвижимости. Но я не говорю уже про первичный. А следующий слайд – эконом-комфорт бизнес-класс. Запорожье. Квартиры данного класса, это, напомню вам, вторичный рынок, подешевели на 0,18%. Можете посмотреть в разрезе административных районов, это в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, и снижение в процентном соотношении за месяц. Следующий слайд. Первичный рынок подешевел, друзья, эконом-класс минус 0,26%. Переходим к следующему слайду. Это первичный рынок комфорт бизнес-класс. Динамика та же отрицательная, минус 0,15%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах, что произошло по административным районам, а также снижение в процентном соотношении за месяц. Мне, друзья, пишут многие, что Андрей, ну какая-то цена, 660 долларов за квадрат, а какая тогда себестоимость для строителей, так сказать, на первичном рынке? Очень правильный вопрос, правильно ну, как бы артикулируется с вашей стороны. То есть я отвечу просто, в прифронтовом городе не может быть никакой рыночной стоимости. Это стоимость от инвесторов, назовем их пострадавших от войны инвесторов, которые не надеются уже ни на что. Они надеются, а вдруг кто-то с перепугу, да и возьмет их квартиру недостроенную, купит, да, и тем самым выставляют самые такие, ну, безумные, так сказать, эти самые, ну, безумно с точки зрения рыночной экономики, да, то есть там нет ни рынка, нет ни экономики, поэтому выставляется, лишь бы забрали. Стоимость квадратного метра в городе Запорожье действительно на первичном рынке очень низкая. Еще раз, друзья, переходим уже к основному, так сказать, слайду. Здесь мы будем говорить о тенденциях длиной в 1 год. Наблюдать, что произошло с марта 2025 года на примере класса социальное жилье. Видим 441 доллар, это стоимость квадратного метра. И уже в марте 2026 года мы видим 425 долларов за квадратный метр, что показало нам динамику снижения минус 3,63%. Также индекс стоимости, друзья, видим 0,964. Напомню вам, что такое индекс, друзья. Индекс стоимости в данном случае недвижимости класс социальное жилье – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного класса жилья показываю. Делим 425 на 441, получаем снижение в процентах в годовом измерении минус 3,63%. Ну и отрицательный индекс стоимости данного класса недвижимости 0,964. Друзья, немного саморекламы. Я знаю, что меня смотрит фокус-группа люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам или риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, который знает, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Причем по всем сегментам, по всем классам. То есть это и коммерческая, и жилая, и, в общем-то, земельные участки, и домовладение, и так далее. Это больше 12, друзья, сегментов. Поэтому синергия наших знаний
помогает и вам в вашем сложном бизнесе, и, конечно же, мне и компания Lim Consulting дальше развиваться, а мне заниматься научными исследованиями. Для того, чтобы найти меня, вы просто посмотрите в описании YouTube канала, есть два телефончика. Один Viber телефон, это киевский телефон, другой WhatsApp, это кипрский телефон. Кому, ну, в зависимости от локации, кто где находится. Звоните, составим техническое задание, и, естественно, я и компания Lim Consulting подготовим для вас техническое задание, в котором учтем, так сказать, всю недвижимость, под которую выданы средства финансовые, какие-то были вашим финансовым учреждениям. И вы будете получать ну, раз в квартал обычно отчет, исследования о том, как изменяется стоимость недвижимости во времени. Это очень важный показатель, который действительно вам помогает нивелировать риски. Поэтому, друзья, звоните, пишите, сделаем исследование, можете проконсультироваться у своих коллег, то есть кто такой Андрей Гусельников, что такое, никакая, не могу сформулировать, компания Lim Consulting, что из себя представляет, вот так, да. Ну и вам все станет ясно. Также можете набрать искусственный интеллект. Не хочу хвастаться, но там ничего придуманного про меня нет, потому что, по сути дела, данный, так сказать, ну, интеллект, да, девайс, назовем его так, интеллектом сложно назвать, саккумулировал всю информацию, которая была в бескрайних просторах интернета о моей особе. И, конечно же, все правильно там говорит, что где учился, чем занимался, ну и так далее, какие имею компетенции. Дальше, друзья, переходим уже к последнему слайду, где подведем итоги по целому региону. Город Днепр, город Запорожье. Вот здесь у нас картинка остается прежняя, колебательные процессы мы уже обсудили. Давайте поговорим о тенденциях. Это период исследования март 2026 год к марту 2025 года. Город Днепр. На примере социальное жилье. $564 за квадратный метр. В годовом измерении рост 3,02%, индекс положительный, единичка, запятая 0,30. Запорожье $425 за квадратный метр, снижение минус 16% в годовом измерении. Также видим, что снижение, вернее, снижение в процентах 3,63%. Индекс отрицательный 0,964. Итак, когда подводим итоги, вот это среднее арифметическое число, видим, что в течение года ничего не произошло. Были взлеты, были падения, и в итоге вышли на ту же самую цифру, которая была ровно год назад, в целом по региону. За счет того, что целый год, или точнее полгода в городе Днепр стоимость квадратного метра данного жилья росла, а в городе Запорожье, ну вот здесь вы можете посчитать сами, снижалась. Итак, друзья, если говорить, то есть итоги мы-то подвели. А теперь, если говорить о прогнозах, смотрите, что, ну, мне кажется, это совершенно очевидно, по крайней мере для меня. В прогнозах я использую метод многофакторного анализа, где учитываю все, так сказать, макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие в целом региона или областей. Днепропетровская и Запорожская область, где все очень плохо. В открытом доступе можете посмотреть эти индексы, они еще называются, они есть. При этом рынок недвижимости в городе Днепр последние, ну, полгода, да, не последние, а вот где-то с июля месяца по декабрь 2025 года показывал динамику роста. За счет этого здесь видим, что рост в годовом измерении получилось 3%. Но, правда, 3 уже месяца по полпроцента снижается. И это уже говорит о том, что, возможно, это тенденции, которые мы будем наблюдать весь целый год. Ну, а в Запорожье снижение будет присутствовать. Конечно же, я даже в этом не сомневаюсь. Теперь, насколько снизится стоимость квадратного метра? По городу Днепр, друзья, думаю, по полпроцента за 3 месяца, то есть первый квартал, второй квартал, мы увидим
еще положительную динамику, плюс 1,5% в годовом измерении, когда будем сравнивать июнь 2026 года с июнем 2025 года. То есть по 0,5% где-то будет снижение каждый месяц. А вот в городе Запорожье мы увидим также по 0,5% снижение, и уже здесь будет где-то порядка 5% в годовом измерении снижения стоимости квадратного метра. Соответственно, и в целом по региону мы будем видеть порядка там 1,5–2% снижения стоимости квадратного метра. Вот так вот, друзья, вполне, как мне кажется, наглядно на цифрах показал вам о процессах длиною в 1 месяц и длиною в 1 год. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео, а еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах. Да, не забудьте подписаться.